На связи Украина 365. Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление, освобождая от российских оккупантов все больше населенных пунктов, в частности, на Херсонщине. С таким успехом силы обороны могут оцепить врага в Херсоне. Об этом в эфире «Апостроф ТВ» сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Украинские силы освободили от врага Нововоскресенское, Новогригоровку, Новопавловку. Воины обошли российских оккупантов со стороны Днепра в районе Дучан, а с другой стороны отвоевали Давыдоброд и начинают двигаться в сторону Береслава, чтобы взять оккупационные войска в кольцо. По его словам, российские оккупанты массово стягивают военную технику и отступают к Веселому и Казацкому под Береславом, где планируют обустроить форпосты для защиты Каховской ГЭС, которую хотят содержать. Также сообщается, что враг сосредоточил на правом берегу Днепра элитное подразделение. Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович пророчит им скорый конец. Есть данные по группировке врага. Уже сейчас 2500 убитых только за месяц. Из 25 тысяч собранного там контингента фактически каждый 10-й убитый, часть раненые, резюмирует Арестович. Штурмовая пехота сосредоточена на правобережье, на текущий момент деморализована. Есть проблемы со связью, нет четких приказов. По информации Арестовича, некоторое время группировка будет еще сопротивляться, но финал при этом будет для них печальным. Тем временем в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить освобождать Лиман на Донеччине, отказывают заехать на фронт. Группа россиян, которых мобилизовали в Брянской области, сейчас находится в Белгородской области и игнорирует приказы двигаться в Украину. Об этом сообщает российское издание «Сота». При этом мобилизованные сами рассказали изданию причину, почему они не хотят ехать воевать. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман, который украинские военные недавно отбили у российских захватчиков. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале. При этом вся подготовка мобилизованных к войне свелась к тому, что их завели один раз на полигон пострелять. Хотя раньше обещали, что они в течение месяца будут проходить обучение в Клинцах, и что потом их отправят на границу Брянской области, а не на фронт. Теперь их пытаются заставить подписать контракт, подчеркивая, что они якобы будут получать высокие зарплаты. Однако на такой шаг соглашаются лишь единицы. Мобилизованным, которые устроили мятеж, военное руководство уже угрожает пытками и заключениями в случае, если они таки откажутся идти на штурм Лимана. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А также напомним, динамика боевых действий в Украине такова, что к концу этого года РФ вполне может утратить контроль над территориями, захваченными после 24 февраля. Украинские войска, обвалив российский фронт на востоке, начали весьма быстрое продвижение на Херсонщине. Цель ВСУ состоит, очевидно, в том, чтобы заставить оккупационную группировку РФ в панике эвакуироваться через Днепр на левый берег. Об этом у себя в блоге в Телеграм написал российский политический и военный обозреватель Анатолий Несмеян, он же Эль Мюрит. Это уже явный почерк Залужного, главнокомандующего ВСУ. Не устраивать бойню, а лишить противника, то есть ВС РФ, возможности к сопротивлению, написал эксперт. Он добавил, что российские войска, которые успеют сбежать из Херсонского котла, не смогут забрать с собой вооружение из-за уничтоженных мостов, а это значит, что они останутся легкой пехотой и не будут уже представлять из себя серьезные военные силы. Для российской армии на этом участке сложилась весьма неприятная ситуация. Перебросить под Херсон дополнительные резервы из других направлений возможности нет, так как ВСУ активно контрнаступает на Луганском и Донецком направлениях. Залужный буквально качает маятник, пользуясь инициативой. По всей видимости, Херсон постараются взять до конца октября, предположил российский блогер. Он считает, что украинские войска после освобождения Херсона не будут форсировать Днепр. Более вероятным сценарием видится то, что начнется контрнаступление еще и на запорожском направлении. Получается такой трезубец. Причем ни на одном из направлений у ВС РФ нет ни преимущества, ни возможности упреждающей противодействовать, рассказал эксперт. Он отметил, что при такой динамике ВСУ смогут выйти на линию фронта, которая была на начало полномасштабного вторжения РФ уже к концу этого года, а потом пойдут дальше освобождать все свои территории – Крым и Донбасс. Интересно, когда говорят, что все идет по плану, то план и правда был именно таким – стереть российскую армию, вернуть Украине все территории, после чего развести руками и сказать: «Ну а как вы хотели? С нами воевал весь НАТО», – спрогнозировал блогер исход войны. В то же время военный преступник Игорь Стрелков, он же Гиркин, думает, что за поражение в войне с Украиной Кремль назначит виновных. Скорее всего, это будет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Стрелков, принимавший непосредственное участие в военной агрессии против Украины, неожиданно сказал, что Россия оказалась на пороге военно-политической катастрофы. Положение столь критично, что Кремлю необходимо срочно найти крайнего, чтобы сбросить на него весь негатив. Судя по новой тональности кремлевской пропаганды, это будет непосредственно Шойгу.
Судя по содержанию суток с Соловьевым, руководство МО в ближайшее время ответит наконец за многое. Центральные СМИ вдруг разглядели все те проблемы, которые цвели и пахли с самого начала так называемой СВО. А это значит, кого-то будут сносить. И кого-то крупного. Вероятнее всего, главным виновником наших блестящих перегруппировок будет наконец признан Фанерный, написал российский диверсант. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. Дорогие подписчики, из-за полномасштабного нападения России мы практически полностью потеряли рекламу, а значит финансовое обеспечение всех наших редакционных бойцов. При желании и возможности вы можете поддержать нас разовым или регулярным платежом. Реквизиты в описании к этому видео.